Друзья, грэвел сейчас на пике популярности. Я решил, что пора уже проехать свою первую гравийную гонку. И как раз вовремя, потому что на горизонте маячил Царь Грейдер. Это гравийный заезд в районе Великого Новгорода с дистанциями от 110 до 180 километров. Трезво оценив свои силы, я перекупил слот. К сожалению, не было уже свободных слотов на то время. На самую короткую дистанцию под свинки. А это как раз 110 километров. И начал подготовку. И в этом ролике я разберу гонку глазами участника. Покажу, какой байк собрал под этот старт. И почему именно такой. И с чем я столкнулся на трассе. И в конце я выделю еще 3 главных тренда, которые четко описывают наши локальные грэвел-старты. Друзья, будет очень интересно, поэтому сразу же поставьте лайк этому ролику. И специально для этой гонки я выбрал топовый гравийник Scott Scale Gravel RC. Это отдельная линейка гибридных байков, что-то между хардтейлом Scale для кросс-кантри и чистокровными гравийниками типа Edict или Speedster Gravel. Байк я, естественно, собирал в профессиональном сервисе B-Cycle на Ленинском. Эти ребята знают все про этот бренд. И поэтому я могу быть уверен, что с велосипедом ничего не случится на гонке. И, конечно же, первое, что мы сделали после того, как собрали велосипед, это взвесили его. Так вот, Scott Scale Gravel RC без педалей весит 9,32 килограмма. И я считаю, друзья, что это отличный и вполне достойный результат. Но что это вообще за концепция гибридных гравийников? Давайте с вами разберемся. Фактически это серийный Scale RC с гоночной геометрией, комбо-рулем Fraser, но вместо амортизатора здесь стоит жесткая гравийная вилка с креплениями под аксессуары и сумки. Я ехал полностью на стоковом байке, конечно, кроме пары твиков. Конечно же, мы перевели покрышки на бескамерку, чтобы снизить риск проколов. И также мы немного укоротили гидролинию заднего тормоза, чтобы внешний вид кокпита был более чистым. Очень приятно, что в трансмиссию SRAM X0 Transmission уже по умолчанию интегрирован мощемер Quark. Это, кстати, огромный плюс, так как я не ломал голову с покупкой педалей Garmin XC200, потому что я хотел иметь данные о мощности, чтобы наложить их потом на видеоролик. Под эту гонку я обновил и гаджеты. Наконец-то я отправил свой старенький Garmin Edge 1000 на пенсию. Ему, между прочим, уже 12 лет. И он плохо справлялся со спутниками, а батарея вообще жила на последнем издыхании. Вместо него я взял Garmin Edge 850, самую новую модель, так как он хорошо ловит сигнал в текущих условиях, когда связь постоянно глушит. Прямо на стартовом коридоре я стоял с еще одним гонщиком, который использовал 3-летний компьютер Madgen. И он сказал, что у него просто компьютер не поймал спутники, а у меня при этом была полная шкала. А для съемки на трассе я наконец-то обзавелся экшн-камерой DJI Action 6. Это крутая камера, которую можно подвесить как под руль, так и на шлем, и заснять все острые моменты гонки, что я, конечно же, и сделал. В общем, главная идея сборки: я осознанно пожертвовал аэродинамикой в пользу экстремального комфорта. А все дело в том, что я давно не участвовал в гонках по бездорожью и сильно переживал за жесткость трассы. И в итоге я выбрал такой байк с толстыми покрышками Schwalbe Thunderbird 29 на 2,35. При давлении в 2 бара они полностью поглощали все мелкие неровности. А из чисто гравийного тюнинга на этом байке мне очень понравились эргономичные ручки на руль Spear Grips. В гонке они меня очень часто выручали, и руки отдыхали на длинных перегонах. А вот по трансмиссии у меня изначально были сомнения. На байке установлена трансмиссия SRAM X0 Access Transmission. Спереди звезда на 34 зуба, а сзади кассета 1050. Изначально такие звезды мне показались слишком кросс-контрийными. Гравийные гонки — это плоские длинные прямики по полям, где нужна скорость. А с 34-й звездой ты фактически используешь только 3 маленькие шестеренки на кассете. За это я немножечко переживал. И сначала трансмиссия мне вообще показалась непривычной. Неудобная монетка, положение которой я никак не мог настроить. И странная работа переключения скоростей с задержкой. Но позже я просто поменял свой паттерн работы с трансмиссией. Благодаря жесткому креплению переключателя прямо к дропауту рамы. Передачи можно втыкать под любой нагрузкой. Скорости залетают четко и с характерным приятным ударом, как коробка передач на спортивном авто. И первые тесты подтвердили. Байк получился максимально мягким. Я уже расслабился и был уверен, что проеду гонку без проблем для кистей и с нормальным темпом. Но прямо перед стартом я посмотрел ролик одного из участников с обзором трассы. И там был сплошной равняк. Асфальт и простые проселочные дороги, которые переварит даже современный шоссейник. В тот момент я серьезно подумал, что слишком перестраховался с комфортом в ущерб скорости. Но не все оказалось так печально.
Царь Грейдер – это одно из главных грэвел-событий в России. И если в прошлом году финишировало 336 человек, то в этом только зарегистрировались больше 600 участников. Рост практически вдвое. Из-за такого ажиотажа, когда я решил участвовать, свободных мест вообще не осталось. Мне пришлось перекупать слот на бирже в официальном телеграм-канале. Всего организаторы подготовили 3 дистанции – 110, 150 и 180 километров. Ну и я выбрал, конечно же, самую маленькую. А дело в том, что даже 110 километров для меня звучали как серьезный вызов. Мой основной опыт длинных гонок – это шоссе. На ровном асфальте ты просто катишь и не страдаешь от постоянной вибрации. Фу, ну что, я финишировал, и я честно скажу, что это было очень жестоко для человека, который так давно не участвовал в гонках, не катался и тем более на жестком велосипеде. Сама гонка проходит в районе Великого Новгорода. Старт в 70 километрах от города в поселке Батецкий. Это, кстати, очень близко к питерскому региону, поэтому большая часть участников приехала из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. И тут вылез один очень важный нюанс. Главное условие для участия – это наличие гравийного велосипеда, но нужно внимательно читать положение гонки. Как я узнал позже, внутри регламента было прописано требование – допускаются только рули-бараны. А на моем гравийнике стоит комбо-руль Synchros Fraser SL. Можно сказать, я был нелегалом. Друзья, ну и перед тем, как перейти к самому интересному, что же случилось на гонке, я прошу проверить вашу подписочку на мой YouTube-канал, ну а также на мой Telegram-канал. Ну и, конечно же, если вам нравится мой контент, нравится этот ролик, обязательно поставьте ему лайк. Ну и пишите какие-нибудь комментарии, друзья. Ну а мы с вами двигаемся дальше. Ощущение от самой гонки – это безумный восторг. У меня большой опыт в любительских стартах, и вспомнить эти эмоции – огромное удовольствие. Дистанция состояла из 3 кругов примерно по 36 километров. Прямо со старта собралась приличная группа, больше 40 человек. Качество трассы меня порадовало. Абсолютно ровный асфальт, проселочные гравийные дорожки, и там вполне можно было ехать на обычном шоссейнике, что многие и делали. Кстати, именно в эти моменты я жалел, что не собрал себе скоростной аэрогравийник, ведь мой Scale Gravel явно проигрывал в аэродинамике, но держаться в потоке было мне вполне комфортно. Как и ожидалось, я использовал только 3 крайние звезды кассеты, но легко поддерживал скорости до 45 км в час. Что особенно хочу отметить, это то, как байк легко набирает скорость, но также быстро теряет ее, если ты выходишь против ветра. А вот к составу участников у меня возникли вопросы. Многие любители ехали гонку или впервые, или вообще не имели опыта поведения в группе. Когда я смотрел на их неуклюжие попытки достать фляжку или убрать руки с руля прямо в пачке, по спине у меня пробегала струйка холодного пота. Любое неверное движение могло привести к жесткому завалу, а я ехал на велике за 500 000 рублей. В итоге это и случилось. Прямо перед финишем первого круга парень на фиксе решил достать фляжку и отпустил руль. Его переднее колесо сместилось, он задел колесо впереди идущего участника, ну и устроил заварушку. Вот так этот эпичный момент выглядел вживую. И похоже, друзья, я родился в рубашке. За эти пару секунд вся моя жизнь пронеслась перед глазами. Все, что я мог делать, это максимально плавно тормозить и ехать прямо. А вокруг меня пачками падали ребята. Справа, слева и сзади. Слава богу, батарейка на моей DJI Action 6 не села и записала весь этот трэш. Кстати, с середины первого круга к нашей группе присоединился парень на моноколесе. Он ехал аккуратно и снимал происходящее на камеру с подвесом. И, к сожалению, он попал в самый жесткий замес. Об его моноколесо споткнулись и упали еще несколько спортсменов. Мне повезло выйти из этого ада без единой царапины, но другим повезло меньше. 2 участников увезли в больницу, были подозрения на переломы, но в итоге обошлось сильным растяжением связок и распоротой ногой. Друзья, если вы в группе, то все движения у вас должны быть максимально предсказуемыми. Хотите попить, всегда держите руль хотя бы одной рукой. На кочке или при касании у вас всегда должно быть 3 точки опоры на велосипеде. И всегда сохраняйте прямолинейное движение. Это база. Помните, что на гонке вы отвечаете не только за себя, но и за здоровье тех, кто едет за вами. Ну ладно, пожелаем ребятам скорейшего выздоровления, ну а тем, кто сломал технику, скорейшей починки. Друзья, обязательно пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого завала. Мне очень интересно узнать ваше мнение.
Ну а теперь коротко про организацию и саму локацию. Давайте с вами разберем основные плюсы и минусы. Главный плюс – гонка неплохо организована. Вся информация была доступна и понятной. Единственный момент – основным каналом связи сделали телеграм-канал. Понятно, что продвинутые спортсмены найдут к нему доступ в любых условиях, но важные вещи типа протоколов лучше дублировать на сайте. После финиша я обнаружил, что ссылка на онлайн-результаты на сайте просто сломалась. Еще одним минусом я считаю отсутствие медали финишера. Когда ты 3,5 часа борешься на трассе сам с собой, хочется получить хоть какой-то памятный трофей. Чисто символическую медальку. При этом стартовый взнос для меня стоил 4000 рублей. Ну, правда, я перекупил этот слот, и, возможно, изначальная цена была другой. Друзья, кстати, напишите в комментариях, сколько участия стоило, когда были открыты слоты. Также я считаю минусом сложную логистику. Добраться до места старта без машины было отдельным приключением. Жилье тоже проблема. Найти достойный номер в ближайшей Луге, ну или самом Великом Новгороде по приличной стоимости оказалось непросто. На гонку приезжает много людей на очень дорогих байках, и для привлечения такой аудитории инфраструктура в локации крайне важна. Зато сам Великий Новгород – это огромный плюс. Я остановился именно там, ну и в свободное время, конечно же, погулял по центру. Город очень красивый и живописный. Друзья, если вы там будете, обязательно посетите Новгородский Кремль. Вход бесплатный, отличный пляж, ну и очень позитивная атмосфера. Но давайте вернемся к гонке. Сам стартовый городок, тайминг и пункты питания были на очень достойном уровне. У меня не было личного помощника, который мог бы передать мне воду на ходу, поэтому на одном из кругов я просто спокойно остановился в зоне питания и сам наполнил фляжки. Из-за этого я отстал от лидирующей группы, но зато доехал до финиша в комфорте и получил большое удовольствие, и мое итоговое время 3 часа и 20 минут. После финиша мне пришлось сразу уехать, поэтому свои результаты я узнал уже позже, и они меня реально удивили. В общем зачете своей категории я занял 16 место из 120 с лишним участников, а в своей возрастной группе от 40 до 44 лет на 110 километров я вообще получился первый. Правда, на подиум я не вышел, что, возможно, даже к лучшему. Напомню, я ехал с прямым рулем, который был запрещен правилами, так что пусть мой приз заслуженно достанется другому участнику. Ну а теперь самое интересное. Какие же выводы по своему байку, а также какие ключевые тренды я отметил для себя на этой гонке. Первый тренд – это комфорт. Мой Scale Gravel RC показал себя просто отлично. Да, у меня был прямой руль, который не подходил по регламенту, но байк вообще не замечал мелкую вибрацию. После 3 с лишним часов жесткой трассы кисти у меня совершенно не устали, а поддерживать скорости в группе оказалось вообще не проблемой. Выбор полностью себя оправдал. Второй тренд очень интересный – это шоссейники на гравийной гонке. Я видел многих участников на обычных шоссерах с покрышками 30, 32, 34 и даже больше миллиметров. Качество трассы позволяло спокойно ехать на таком сетапе. С этим, кстати, связана еще одна история. Финиш 3-го круга я доезжал вместе с одной из участниц. Всю дистанцию она крутила на обычном шоссейнике каньон с толстой резиной. Но прямо перед финишем она выскочила из-под меня на спринт, но впереди был крутой поворот на 90 градусов. И девчонка просто не справилась с управлением, перетормозила юзом и жестко разложилась. Покоцала и себя, и велосипед. Короче, очень досадно. В итоге я финишировал перед ней, а она пересекла черту только через 25 секунд. И отсюда как раз вытекает третий тренд. Это тотальное невежество и отсутствие техники езды на велосипеде. Тот самый замес на первом круге – прямое тому подтверждение. Друзья, пожалуйста, смотрите ролики с профессиональных гонок. Учитесь, как гонщики ведут себя в пелотоне. Повторяйте их действия, чтобы быть предсказуемыми на наших стартах. Запомните, в пачке вы отвечаете не только за себя, но и за безопасность людей вокруг вас, особенно тех, кто едет сзади. Но в общем и целом мне очень понравилось. Правда, гонка была быстрой и останавливаться было нельзя. Тебя просто бы съели слепни. Они роем летали над пачками в ожидании завалов. В следующем году обязательно постараюсь поучаствовать в этой гонке еще разок. Друзья, обязательно пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Если сами участвовали в Царьгрейдере, расскажите, как все прошло и что вам понравилось, а что нет. Ну а мы с вами увидимся в следующем ролике.